Это музыкальный фестиваль, это фестиваль искусств. Искусств. И слава Богу, что наши страны могут находить средства, финансы для того, чтобы проводить такой масштабный фестиваль. Такого фестиваля нет больше ни в одной стране Европы. Привет, друзья! Рад встрече с вами на канале Эхо Питера. На днях прогремело торжественное закрытие Славянского базара в Витебске. Самое время подвести итоги. В интернете уже ходит мнение, что это был один из самых громких и ярких фестивалей за всю 30-летнюю историю. В сети можно наблюдать десятки роликов об этом событии, и практически везде фигурирует мировая звезда Димаш Кудайберген. Определенно нужно отметить, что Димаш стал главным украшением фестиваля, а его соотечественница Рухия Байдукенова – бесспорным победителем вокального конкурса. Казахи регулярно забирают гран-при фестиваля «Славянский базар». Димаш в 2015-м, Адельхан Макин в 2019-м, а теперь и прекрасная Рухия стала обладателем гран-при 2021. Но давайте обо всем по порядку. В этом году старт фестиваля был назначен на 14 июля, однако торжественное открытие фестиваля состоялось 15-го. Праздничный вечер начался с поднятия флага 30-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Честь водрузить главный символ фестиваля была предоставлена победителям Славянского базара Ангелине Ломако, Беларусь, и Димашу Кудайбергену, Казахстан. Я очень люблю Беларусь, я очень люблю Витебск, я очень люблю Славянский базар. Далее начался концерт. Яркий фееричный праздник с непредсказуемой атмосферой и энергетикой. Именно такие отзывы и комментарии охарактеризовали церемонию торжественного открытия юбилейного фестиваля искусств. Полный зрительный зал, овации, улыбки и хорошее настроение присутствующих говорили сами за себя. Зрители наблюдали звездное ожерелье артистов белорусской и российской эстрады. Также отметились вокалисты из Литвы, Латвии, Франции, Молдовы и других стран. В этот вечер выступление каждого было настоящим праздником. А как витебский зритель встречал казахстанского певца Димаша Кудайбергена, словами не передать. Поэтому давайте посмотрим. Спасибо огромное. Спасибо. И самое интересное, что вот Димаш там на видео есть, где ему дарят цветы. Это единственный артист, которому подарили столько цветов. Молодой певец очаровал весь зал не только своим шикарным нарядом, бархатным голосом, но и невероятно душевной энергетикой. Стоять здесь, на этой сцене, для меня это вообще нечто. Надо подчеркнуть, что о такой поддержке и любви зрительного зала мечтает каждый артист. На этом фестивале Димашу было уготовано особое, почетное место. Он не только открывал и закрывал праздничный концерт, но и стал самым молодым членом жюри на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни в рамках данного фестиваля. Димаш и сам когда-то был конкурсантом на этом фестивале в 2015 году, поэтому на пресс-конференции сразу сказал, что будет строго оценивать всех претендентов на победу. Как патриот буду болеть за представительницу нашей страны, но делать какие-то поблажки я не собираюсь, потому что у меня немного другой принцип. 17 июля началась борьба за звание лучшего голоса Славянского базара 2021. В соревновании приняли участие 14 конкурсантов. В первый день они исполняли международный хит. Вечером 18 июля представили славянский хит. А оценивать вокалистов предстояло жюри конкурса. Помимо Димаша, в состав жюри вошли итальянский певец и композитор Микеле Пома, народный артист Молдовы Константин Москвич, украинская эстрадная дива и первая обладательница гран-при в истории конкурса Таисия Павали, певец Сергей Пенкин, солист французской группы «Атаван» Патрик Жан-Батист, ну а возглавил судейскую коллегию народный артист Беларуси, лидер и художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ермоленко. Не просто ведь души нам Богом
За главный приз конкурса среди исполнителей развернулась напряженная борьба. И неудивительно, ведь в этом году приз составил $20 000. На первом конкурсном дне больше всего баллов от судей получили Рухия из Казахстана и сербка Ирина Арсениевич. Обе набрали по 69 баллов. Во втором туре вокалисты исполняли славянские хиты в сопровождении президентского оркестра Республики Беларусь. Для некоторых артистов это оказалось действительно непростым испытанием. Гостям из дальних стран пришлось освоить русский язык, а синхронизировать вокал с оркестром и вовсе удалось далеко не всем. В итоге с результатом 138 баллов победительницей стала 22-летняя казашка Рухия Байдукенова, родом из Талдыкаргана. Девушка занималась вокалом с раннего возраста. Сейчас она учится на 3-м курсе Казахского национального университета искусств по специальности эстрадный вокал. Сама певица призналась, что 3 месяца усиленно готовилась к конкурсу, похудев на 23 килограмма. Как отметила известная казахская скрипачка, ректор Национального университета искусств, после длительной подготовки и благодаря характеру Рухия добилась поставленной цели и представила Казахстан на международном конкурсе. Хочу заметить, что Рухия в 3-й раз принимала участие в отборочном казахстанском этапе. Первые 2 раза жюри отдало предпочтение другим конкурсантам. Возможно, удача улыбнулась девушке после занятий вокалом с Димашем. На этот раз певице помог справиться с волнением один из победителей прошлых лет Димаш Кудайберген. И действительно, во время подготовки артист давал Рухие много советов и наставлений. Димаш мне помогал с вокалом, по фальцету, как правильно петь. И всегда, в общем, поддерживал, отметила Рухия. Гран-при лучшей исполнительницы вручил председатель жюри Анатолий Ермоленко. Позже фото победительницы опубликовал в своем Facebook музыкант и отец Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев. Поздравление певицы поступило даже от президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева. В этом году церемония закрытия фестиваля совпала со 2-м днем международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021». В первой части концерта конкурсанты спели славянский хит. Во второй на сцену летнего амфитеатра вышли мэтры и приглашенные гости. Российский эстрадный мэтр Игорь Корнелюк организовал зрительный зал на исполнение хором его хита «Дожди». Ярослав Сумишевский из России привлек внимание аудитории искренностью выступления. Александр Панайотов показал исключительное вокальное мастерство. Член жюри Сергей Пенкин захватил внимание энергией и драйвом. Одним из самых ярких выступлений на этом вечере определенно можно назвать выступление Димаша Кудайбергена. Его непревзойденный вокал отметили не только зрители, но и профессионалы со всего мира, которые присутствовали на этом фестивале. Разумеется, фестиваль «Славянский базар-2021», который в этом году продлился 6 дней, включает в себя большое количество самых различных мероприятий на разнообразных площадках, и судить об атмосфере следует не только по ярким картинкам, но и отзывам участников. Я бы каждому исполнителю поставила по 10 баллов. Они все талантливые, говорит Таисия Павали. 2-й день конкурса трудный. На родном языке надо спеть под живой оркестр, чтобы зацепило. Нужно показать голос, мастерство. Когда я получала в 1993 году гран-при «Славянский базар» в Витебске, гуляла вся моя страна. Как будто я из космоса прилетела. Я получила от фестиваля $5000. Сейчас дают 20. Мне в этом году исполнилось 60 лет, признался Сергей Пенкин. Я впервые на базаре в качестве члена жюри. Конкурс интересный. Потрясающе оформлена сцена с экраном 3D. Очень много талантливых певцов. Спасибо белорусам, что проходит фестиваль. На улицах Витебска бразильский карнавал. Все поют, танцуют. Очень жаркий прием. Я даже приехал со своим вентилятором. Анатолий Ермоленко
Славянский базар в Витебске – уникальное музыкальное явление в мире. Многие иностранные исполнители выучили белорусские песни и даже поют куполинку. Куполинка, куполинка, темная ночка. Как бы там ни было, но 30-й юбилейный фестиваль «Славянский базар» для большинства зрителей запомнится как триумф казахов в Витебске. В очередной раз Казахстан предстал перед миром в очень ярком свете. Красивые люди, красивые голоса, красивые манеры. Казахи стали украшением фестиваля, а фестиваль стал главным объединяющим мероприятием культур разных стран. Так исторически сложилось, там, где появляется Димаш, создается особая атмосфера мира, дружбы и любви. Я надеюсь, что именно таким фестиваль запомнится для зрителей, участников и гостей города. А в следующем году люди со всего мира вновь соберутся под крышей летнего амфитеатра в городе Витебск. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда «Алга Петербург».